Привет, мои дорогие девочки! У нас здесь будут сейчас такие короткие небольшие гадания, но на важные темы. И сегодня у нас такая тема «Новый знакомый», «Весна», его планы и мысли о тебе. И погадаем мы на Таро сумасшедшего дома. Вот посмотрим, как он вообще просто именно относится к тебе, что он думает, какие у него мысли. Давайте, девочки, оценим. У нас 4 варианта. Первый новый знакомый, второй новый знакомый, третий новый знакомый и четвертый новый знакомый. Загадайте одного, двух, трех, четырех своих новых знакомых. И давайте посмотрим, что они хотят от вас. Нормальные ли у них мысли, любовные ли они, либо еще какие. Давайте глянем. Новые знакомые. Стоит ли тратить на них время? К чему надо присмотреться? Давайте посмотрим. Первый, второй, третий, четвертый вариант. Смотрим, девочки, первый вариант, новый знакомый. 21-й старший аркан мира. Вы запали ему в голову. Это, знаете, какая-то даже ваша кармическая встреча. Она хорошо повлияет и на вас, и на него. Вы закроете свои какие-то вопросы, которые тянулись из прошлого. И он, девочки, тоже. То есть благодаря ему вас ждет вот прям какое-то освобождение, да, может быть, от каких-то тягомотных мыслей, от чего-то плохого, непонятного. Возможно, кстати, вот 21-й старший аркан, такая карта, может быть, вы избавитесь от каких-то вот дурных мыслей, которые у вас были, или вы вообще переключитесь на что-то, да, другое. То есть вот это, оно благотворно влияет, этот новый знакомый, на вас, потому что это, как, знаете, ну, или начало новой жизни, или вот перечеркнете вот старое. Возможно, вас кто-то увидит и отстанет от вас, да? Что-то такое. Давайте еще посмотрим. Новый знакомый, его планы и мысли. Это, девочки, может быть начало даже очень больших и хороших отношений. Туз кубков выпал. То есть этот мужчина стремится, он хочет быть с вами. И я так думаю, что если вы его загадали, вам тоже интересно. Туз кубков — это может быть даже и начало большой крепкой любви. Десятка костей. У него, в принципе, знаете, нету каких-то проблем, допустим, с деньгами, но выпадает 18-й старший аркан. Это, девочки, он, опять же, на вас двоих вместе с ним проиграется, как 21-й и как 18-й аркан, да. То есть где-то, хоть вы избавляетесь от чего-то старого, и он избавляется, возможно, от каких-то, знаете, ненужных отношений, которые где-то вытянули или он тянул, да. Но по 18-му старшему аркану это говорит о том, что отношения могут быть долгие именно в плане притирки друг к другу. То есть сначала он может быть вам где-то непонятен, вы ему, может быть, где-то тоже непонятны. Это очень долгая притирка именно характеров может быть в ваших отношениях. Что он чувствует по отношению к тебе? Он, если честно, думает, что он не особо тебе понравился, что он намного уступает тебе во всем. Ты выпала королевой Пентаклей, а он выпал повешенным. Он, девочки, смотрите, такой вот мужчина, который, если ты ведьма, тут надо очень хорошо подумать, что этот мужчина несет в свою жизнь, да. То есть тут, если вдруг у него есть какие-то недостатки, девочки, вот и вы уже видите их, да, вы чувствуете, вы вот присмотрелись к нему и все-таки чувствуете, то они у него обострятся именно в отношениях с вами, потому что ведьма, она всегда влияет на отношения с мужчиной. Если вдруг вы будете, я не советую вам здесь ему, например, во всем помогать. Если вдруг у вас сердце будет рваться, ну я его вытащу, я его приодену, я его попробую устроить на работу, я ему помогу, я его пригрею, я пущу его к себе домой, это делать не надо, девочки. Потому что все-таки вот 12-й старший аркан, он тоже сильный и серьезный. Это такие отношения, которые надо держать немножко на
на какой-то дистанции. То есть вы не входите быстро в эти отношения с этим мужчиной. Я вам не советую, потому что надо приглядеться, потому что можно нахвататься. Можно, девочки, много чего нахвататься и не того. И причем это может быть, вот смотрите, все зависит тоже от вашей какой-то кармы, от вашей судьбы. И если вот короче, тут такой один момент, да, то будьте осторожны и в интиме с ним. То есть, возможно, здесь можно подцепить что-нибудь. Я не говорю, что прям какую-то Венеру, да, но вот будьте осторожны. Это раз. Во-вторых, он может у вас одолжить деньги и не вернуть. Или прийти к вам, вот если он будет хотеть быстро каких-то отношений с вами, это, девочки, сразу говорю, абьюзер, потому что тут повешенный цепляется к ведьме. Давайте еще посмотрим. Новый знакомый, его планы. Вообще, вот для чего вы тянетесь к друг другу, да? Для чего это существует? У вас вот этот 21-й старший аркан и Луна, девочки, они открываются вот этими другими картами, которые здесь идут. Тут выпало 2 туза. Туз кости, и раньше выпал туз червовый, да, туз воды. И тут вот 6 кубков. О чем это говорит? Этот мужчина пришел в вашу жизнь, вы его загадываете, потому что это как-то связано именно с вашим денежным каналом. Понимаете? И по факту он будет лучше работать. Но единственное, что вот вы можете, вот знаете, он заработал у вас этот денежный канал, классно, вы почувствовали где-то вот облегчение какое-то, адреналин, эндорфин, дофамин, да, вот, то есть как-то вот даже какое-то счастье, энергию, все остальное. Будьте осторожны, потому что это вот если он увидит то, что у вас так вот энергия сильно поднялась, да, этот мужчина может негативно на вас повлиять. То есть он может гасить этот огонь, который внутри вас, да. То есть и вот эта вот Луна, оно это и показывает. То есть какие тут супер гармоничные, классные отношения с этим мужчиной могут быть. Если вы, девочки, с ним иногда ходите на свидание, иногда там созваниваетесь, когда вы хотите все остальное, но прям супер серьезные такие вот отношения, которые очень быстро могут у вас развиваться, это уже, скажем так, звоночки, и звоночки о том, что этот мужчина может у вас, вот как он повешенный, знаете, который нуждается в перевороте, в своей какой-то удачной жизни, и эту удачную жизнь он может строить именно на том, что он будет питаться вашей энергетикой. Причем здесь выпал паш мечей, да, то есть и Луна. Вампиризм ему свойственен, скажем так, да, хоть и сначала, это, знаете, как укус комара, скажем, вот если с укусами сравнивать, да, в природе, или как у вампира в фильмах, да, то есть когда вампир целует, так хочется, это вот, укуси меня, укуси, да, а к чему это приводит, вы сами знаете. Поэтому не ведитесь слишком на такие очень сладкие отношения с этим мужчиной в начале. Я бы его предложила вам немного поморозить, и присмотреться, девочки, он раскроется вам вот месяца 3, да, потому что его будет раскрывать не отношение к вам и не ваши хотелки к нему, а будет именно время показывать, какие-то обстоятельства показывать его отношение к вам, да. То есть это такой мужчина, который будет, куплю, люблю и полетели, давай, давай, быстрее, быстрее. И если вы на это клюнете, да, вы через месяц можете разочароваться в нем. Понимаете? Поэтому вот вы строго его дозируете вот в течение хотя бы 3 месяцев, да, и смотрите, как он себя ведет, именно его поведение и действия к вам. Потому что тут вот такие вот, он может, знаете, мягко слать, да жестко спать. Давайте еще посмотрим. Его планы на тебя. Опять паш мечей выпал. Он, если честно, хочет на вас воздействовать, чтобы вы в него влюбились. Да, но, девочки, 20-й старший аркан, влюбленная, он заводит, этот мужчина заводит вот
через любовь, через любовные отношения, через такие слова красивые, да, он заводит девушку в такое вот состояние, где она ему как будто бы что-то должна. И если вы тут почувствуете, что вы хотите ему что-то отдавать, чем-то делиться и все остальное, это значит, вы встретили вампира, и я вам настоятельно, как ведьме, рекомендую от него избавиться. Но из плюсов этого нового знакомого идет, да, что вот когда вы щекотите себе нервы им, у вас лучше работает денежный канал. Единственное, держать себя в руках, чтобы с ним этим не делиться. Понимаете? Тут вот такой вот мужчина идет. Я не скажу, что он прям такой, знаете, ужасный, плохой и все остальное, но здесь важно сыграть на энергиях, на тех энергиях, которые у вас с ним перетекают. И вот эти карты все-таки говорят присмотреть. Хорошо, а вам он нужен вообще, этот мужчина? Вы хотите свиданий. А эта луна с вашей стороны выпадает, вот такая вот ведьмовская. Вы раскрываетесь с этим мужчиной как женщина. Вы хотите, вы, как знаете, как ведьма хотите, он видит вас ведьмой, вот чувствует ведьмой, а вы чувствуете себя рядом с ним королевой кубковой, понимаете? То есть вы хотите с этим мужчиной открыться, раскрыться как женщина и все остальное. Но, смотрите, девочки, все-таки по 18-му старшему аркану Луны я советую вам с этим новым знакомым немножко помариноваться. Вот хотя бы месяца 3 не переступать какие-то такие грани, где потом тяжело будет вылезти. Вот реально. И когда вы его потом через месяца 3 одобрите для себя, да, в отношениях, то и было бы супер. Но запомните, его надо все-таки проверить, как он будет влиять вообще на вашу, вообще такую вот энергетику, да, чтобы он от вас не откусывал. Ничего не откусил, и вы не стали какой-то рабочей лошадкой, работающей на него. Вот такой вот, девочки, первый вариант. Второй вариант давайте посмотрим. Новый знакомый, его планы и мысли о тебе. Он, девочки, довольно-таки скрытный. Девятка пентаклей говорит о том, что он может вам врать, говорить какую-то неправду, возможно, казаться лучше, чем есть на самом деле. У него любовный интерес к вам здесь идет, конечно же. Ой, и луна выпала. И верховная жрица. Вообще-то эти отношения можете, вы ими руководите, этими отношениями, не он, только вы. Но, девочки, тут, так как он выпал, знаете, в девятке пентаклей, это мужчина, который может вам врать. Вы очень сильно открытая по сравнению с ним, а он закрытый. Это мужчина может быть для какой-то такой, знаете, для любовных таких отношений, но про серьезные отношения сейчас думать не надо, девочки, потому что тут такие вот, знаете, идет двойка мечей, солнце. И солнце и луна в одном раскладе выпало у вас. Колесница. В общем, девочки, это мужчина. Его характер описываю вам, да. Он не то чтобы даже очень скрытный, сколько он представляет из себя вроде бы такого, знаете, положительного персонажа, вроде бы и открытый, и честный, но на самом деле у него есть очень много тайн. Это может быть женатик. Это может быть мужчина, который и где-то пытается сидеть на двух стульях, да. Мужчина, который и искренне к вам относится в плане любви, то есть и вы ему очень сильно нравитесь. Но, девочки, вы намного сильнее его здесь выпали. Все классные, крутые карты на вашей стороне, но не на него. То есть, если, например, от 1 до 10 вы на десяточку, то он от 1 до 10 где-то на шестерку, да, вы-то думаете о нем лучше, чем он есть на самом деле, но потому что вы так хотите думать, понимаете? А он, получается, еще и выпал здесь рыцарем Пентаклей, то есть мужчина, который может говорить о себе лучше и вот это вот представлять себя лучше, то есть он себя представляет, что он такой, знаете, классный, крутой, вы считываете, как верховная жрица, вот здесь вы выпали, тоже вот это ощущение, что он классный, крутой, но
вы считываете только его, скажем так, мысли, да, какие-то. Но по факту, девочки, здесь он что-то может скрывать от вас, да, и врать. Он просто может врать в глаза вам. Но и то, что он испытывает к вам любовные мысли, это тоже факт. Давайте еще посмотрим, что ж он еще там такое скрывает. Вот это такой мужчина чисто для того, чтобы поточить когти, девочки. Поточите об него когти. Научитесь, знаете, считывать его. Вы выпали верховной жрицей. Вам дана эта способность считывать людей по взгляду, задавать какие-то дополнительные вопросы и все остальное. В основном, знаете, мы иногда ленимся, да, задумываться над чем-то и не хотим думать в каком-то негативном ключе. Он, девочки, врун. Восьмерка пентаклей выпала тоже. Он может врать вам насчет денег. Он может представляться вам, смотрите, как королеве костяной, он может представляться, что, знаешь, я тоже имею деньги, да я там, да я работаю, все остальное тролливали, но на самом деле вот эту вот картину он даже сам не особо может адекватно воспринимать, да, картину того, что он на самом деле имеет, потому что он о себе думает намного лучше, чем он, в принципе, даже есть на самом деле. Поэтому он думает, да, где-то о серьезных отношениях с вами, но карты говорят, что подожди, притормози, дорогая верховная жрица и королева, он-то выпадает именно пажами, девочки, пажами, то есть он на несколько ступеней вот и в ментальном развитии, да, где-то даже в интеллектуальном, может быть, в материальном, он ниже вас, этот, да, мужчина. Хотя на первый взгляд вы, считывая вот с него информацию, можете подумать, что это такой, знаете, и очень даже ничего, перспективный, возможно, там богатый и все остальное. Но тут очень много подводных камней, и он, девочки, любит наврать, понимаете? И не очень хорошо будет, если вы будете постепенно уличать его в этой вот лжи. Но у него насчет вас такие вот, знаете, мысли в планы далеко идущие. То есть мысли серьезно у него вертятся в голове, что вот зацепившись за вас, он может то-то и то-то, то-то и то-то. И дальше вот как-то себя в своих мечтах развивает. Его планы на вас, планы большие, девочки, на вас, планы серьезные. Он хочет вами руководить, даже где-то и манипулировать вами хочет. Так. Он знает, что вы чем-то таким интересным обладаете, девочки, да, и что он хотел бы этим тоже обладать, но не поделить вместе с вами, а забрать у вас это, да. То есть это как может проявляться? Я вам скажу, как это негласно, знаете, ну, так вот проявляется у мужчин. Короче, когда мужчина такой говорит... А у меня, кстати, это вот, у моей знакомой так недавно было. Ее, короче, муж ей такой говорит: ты знаешь, у нас же брачный договор с тобой, а квартира типа на тебе. Давай все-таки вот этот брачный договор уберем, и чтобы, ну, чтобы ты, когда умрешь, мне хоть квартира эта осталась, а то мало ли куда она уйдет, да. И, короче, он думает, что она помрет раньше его. Понимаете? И, кстати, у меня самой так было. Мне тоже, короче, один мой бывший говорит, что-то мы так разговаривали, и он такой говорит: я тебя так красиво похороню, так красиво. То есть он тоже думал, что он проживет больше меня. И вот знаете, вот эти вот такие мысли, ну не очень нарциссические такие мысли, когда человек, даже не думая, может такое что-то говорить. И даже если, например, у вас есть ваша машина, да, и он уже, может быть, думает, как он на этой машине будет ездить, дела решать, да. Или, например, у вас есть квартира, девочки, да, или, например, дом, и этот мужчина уже может решать, да, даже до брака с вами, что как он заселится к вам домой, и потом это его будет, а вы раньше уйдете в мир иной. Вот даже вот такие вот мысли, я вам пример привела, вот такого мышления, понимаете? Его мысли о тебе.
Ну, у него тоже, девочки, к вам этот любовный интерес есть, что не говори. Император, королева кости. Он очень сильно хочет казаться лучше, чем он есть на самом деле. Он, девочки, как король Пентаклей, врет насчет своих денег, да, насчет своего имущества. Здесь какой-то интерес в недвижимости идет, и ложь насчет недвижимости тоже. И еще, девочки, я вам серьезно говорю, это может реально очень сильно, вот эти вот карты, семерка мечей уже второй раз выпадает, да, и я вам скажу, что он хочет у вас что-то отобрать, да, то есть вот вы присмотритесь, задавайте ему какие-нибудь такие вот вопросы, да, присматривайтесь, чтобы было не обидно, девочки, да, что мужчина почему-то вот думает, что он, короче, знаете, бессмертный или там перед каждым пешеходным переходом сохраняется, да, а все остальные вот меньше его проживут. Этих мужчин очень много. Кстати, я даже свою знакомую предупреждала тоже вот в таком же ключе, да. И она не то, что мне не верила, да, она, ну да, да, да. И в результате девочки развел на квартиру. И, короче, у нее была ее собственная квартира, да, и, короче, она ее продала, и они купили коробку дома. В браке уже. И получается, он там все делает, она не работает, и он уже у нее все заберет. Хотя она думает, что это чисто ее все, да. Но по законодательству уже не ее. Уже не ее. И вот так вот мужчина бездомный стал с домом. Так что вот будьте осторожны, здесь прям одна эта карта семерка мечей кричит об этом. То есть, если вы сильная, мощная и не позволите дать себя в обиду и не дадите себя, скажем так, раскрутить на какие-то моменты, не поведетесь и будете вот прям по законодательству защищены, да, то вот этот мужчина может быть просто нормальным обычным мужчиной. Вот если перед ним положить такую конфетку, однажды он ее возьмет, понимаете? И вам не совсем это будет приятно. Поэтому, знаете, я вам скажу, что если вы его будете вводить в будущем, например, в свою семью, показывать там своим родителям, своим подружкам и все остальное, все-таки прислушивайтесь к мнению людей, которые будут вот что-то про него, такое свои мысли где-то говорить. И не оскорбитесь, если там будет что-то не очень такое приятное, потому что, возможно, вы этого не видите, да, но кто-то увидит. Понимаете? Будьте осторожны, дорогие. Вот такой вот второй вариант. Третий вариант давайте смотреть. Новый знакомый, его планы и мысли о тебе. 11-й старший аркан. Но это правосудие, но в то же время это аркан силы. Он очень много думает о вас, а вы ему очень интересны. Влюбленная, 6-й старший аркан. Это, девочки, мужчина, который с серьезными намерениями к вам. Он очень хочет даже быть с вами. Я бы даже сказала, что он мечтает об этом. Но 6-ка пентаклей. Это нереализованная дорожка какая-то. Сможет ли он с вами быть, это еще большой-большой вопрос, да. И тут, девочки, будут эти отношения тянуться. Очень много неопределенности выпало, да. Но в то же время выпадают такие горячие встречи. Все-таки. Маг и солнце. Это ваш какой-то кармический мужчина, но готовьтесь к тому, что это может быть временный мужчина, но которого вы очень долго не забудете, да. Это могут быть отношения ни о чем, или там интимно один-два раза, да, и вы будете тоже к нему стремиться, он к вам, но вот у него может быть такой, скажем так, безбашенный характер, где... как-то вот, знаете, не то, что обстоятельства будут против вас, да, но какие-то очень долгие паузы могут быть в отношениях с этим мужчиной. И из-за этих долгих пауз у вас очень, кстати, хорошо будет мозг работать, очень хорошо будет работать голова, вы будете переваривать этого мужчину, да, то есть сегодня так будете думать, потом так, почему он так себя повел, почему он этак, но это самый большой плюс в том, что этот мужчина дает вам
очень много такого, знаете, опыта, жизненного опыта, вот прям как у Гузеевой, да, короче, когда она может давать, скажем так, советы другим людям, основываясь на собственном опыте. Нравится она вам или не нравится, да, неважно, но она всегда вот найдет, что сказать. И дело в том, что этот мужчина вам дан в вашей жизни, потому что у вас тоже очень сильно будет разгоняться сейчас мышление ваше, да, ваша интуиция. Вы вот прям как лапками будете тянуться, м, узнать его, ощупать, понять первым, вторым, третьим, шестым чувством, да, осязанием, обонянием. У вас включается практически вот ваша душа, ментальность, сердце, осязание включается в исследование этого мужчины, понимаете? Он очень хорош для того, чтобы исследовать, получить вот этот огромный опыт и понять, вот прям, знаете, как вы умеете работать, да. Это то же самое, что вот, например, вы не художник, допустим, а вам дать очень красивую профессиональную палитру, дать вам много-много кистей, этюдник, поставить вас на пленэре, и он сзади будет нашептывать вам, для чего какая кисточка и где как там траву или дерево рисовать, да. И вы нарисуете, и потом у вас будет такое ощущение, да, я пробовала рисовать, я знаю, что это такое, примерно там и все такое, да. То есть он вас чему-то научит, этот мужчина. Это кармический. Но насколько он у вас останется, я вам тут больших сроков не гарантирую, потому что идут старшие арканы вперемешку, девочки, с пентаклями. То есть тут будут долгие какие-то паузы, непонятки, и потом какие-то кармические приходы, грубо говоря, вам и ему. Потом опять паузы, непонятки, потом приходы какие-то, да. Вот что-то тут такое. Если вдруг этот мужчина лудоман, наркоман, и вот, короче, вы видите, да, или алкаш, и я вам советую с ним не связываться, потому что это будет такой опыт, который, конечно же, вы запомните на всю жизнь, но нужно ли оно вам, да, потому что можно так вот в отношения уйти, и потом тяжело из этих отношений выйти. Давайте еще посмотрим. Новый знакомый, его планы. Но влюбиться хочется, и он хочет в вас влюбиться. Отношения, в принципе, здесь могут быть у вас, но, девочки, только при одном условии, если этот мужчина нормальный. Понимаете? То есть, если это такой среднестатистический мужчина, который ходит на работу или занимается бизнесом, а если это какой-нибудь фермер, классно. Если это, короче, какой-то мужчина, который чем-то занимается, у него есть распорядок дня, он не увлекается, не лежит обоссанный, да, он не алкаш, да, если он не такой вот бабник какой-то такой тяжелый, если он не женатик, если он не лудоман, если он не наркоман, в отношения с ним заходить прикольно, потому что вы обогатитесь, да, в этих отношениях. Но если, девочки, вот эти старшие арканы, не дай боже, ложатся на мужчину такого поломанного, который выходит из сумерек, да, и вот этих мужчин из сумерек, у них, получается, есть какое-то... Вот помните фильм такой «Сумерки» был, такой молодежный сериал про вампиров, оборотней, да, и девушку такую, «Сумерки», сага о сумерках, или как она там называлась. Я думаю, все, ну, почти все, может быть, смотрели. И там, почему этот «Сумерки» называется? Почему он даже называется «Сумерки»? Потому что вокруг живой девушки, человеческой, да, вокруг нее клан вампиров, клан оборотней. И все превращаются в людей и как-то пытаются с ней коммуницировать. И в результате кем она становится? Да? Она все-таки превращается, уходит в эти сумерки, да? Она превращается в вампира. Поэтому, девочки, тут надо быть тоже осторожной. Здесь у вас тоже сумеречный мужчина. То есть, если он на вас очень положительно повлияет, если он, в принципе, по всем фронтам нормальный. Если он у вас вот такой вот, как я вам описала, да,
у вас вот эти старшие арканы могут пройтись, да, просто по танкам, по даже где-то по вашей психике. Будьте осторожны, девочки, с этим мужчиной, новым знакомым. То есть в отношения заходите, если он адекват. Если это мужчина неадекват, мы с ним в отношения не заходим, девочки. Потому что потом, вот как мне тоже девочки могут писать в личку: помогите мне. И у меня он как наваждение уже года 3, да. И очень много таких мужчин, девочки. Понимаете? Поэтому для того, чтобы не делать потом вам чистки и отсушки, я вас сейчас здесь предупреждаю. Поняли? Будьте осторожны. Вот такой вот новый знакомый. И четвертый вариант. Давайте посмотрим. Новый знакомый, его планы и мысли о тебе. Тоже старший аркан, императрица. Девочки, вы ему очень сильно нравитесь. Он просто офигевает от вас. Императрица, это такая классная, она такая крутая, она такая интересная. Очень много мыслей, хвалит вас, говорит другим о вас. Но 13-й старший аркан. Это что за оно? Четверка мечей. Вы не будете вместе с этим мужчиной, сразу я вам говорю. Это четверка мечей и двойка мечей. Это, девочки, разойдутся дорожки у вас. И если вы хотите, скажем так, жить и жить хорошо, не ведитесь на этого мужчину. Паш Пентаклей. Это, девочки, может быть сталкер в будущем. Этот преследователь. Это может быть вор. Это может быть... Скажем, смотрите, с ним может быть что-то не то, да, то есть можно во вдовство зайти. И это, я вас реально здесь предупреждаю, мужчина выпал с проблемами. Отшельник, смерть. Короче, тут мечи такие выпали нехорошие, да. Будьте осторожны. Если это новый ваш знакомый, и вот вы хотите, вот даже здесь, вот я если сейчас замолчу, и вы понимаете, что вы чувствуете похоже что-то, все, девочки, заносите его в черный список и никогда с ним не общайтесь. Это я серьезно вам говорю. Карты вообще не очень. Либо это мужчина, который делает зло другим людям, особенно девушкам и женщинам, либо, девочки, он сам по себе бедовый, понимаете? То есть, если вы не хотите расхлебывать, как императрица, аркан 13 смерти и аркан 9 отшельника, да, вдовство какое-то, то я настоятельно вам рекомендую с этим мужчиной не связываться вообще, не связываться, девочки. Вот и все. И тут такое ощущение, что вот, знаете, что карты говорят, типа, ты ее предупреди, потому что это будет вопрос жизни и смерти. Ну и я говорю, девочки, вот без прикрас. Вы хотели без прикрас? Вот вам без прикрас. Оно вам не надо. Ну давайте еще на него посмотрим. Закроем этот вопрос, девочки, про этого именно мужчину, вашего нового знакомого. Конечно, от императрицы можно чем угодно поживиться. Но вы этот знакомый, что он еще... Все, девочки, Паш Пентаклей, это Паш Кубков, туз кубков. Он будет поджимать хвост, пытаться вам понравиться. Мужчина, который может использовать магию против вас, для того, чтобы вас еще больше соблазнить. Дьявола карта выпала. Хочет через приворот быть то, чтобы вы его любили, чтобы никуда от него не делись, хочет полностью вас обнулить. Это Паш мечей, мужчина злой, мужчина, который исполняет собственные мечты за счет других, и не раз он так делал, и не раз еще сделает. Очень много лжи выпадает, врет он очень много, всем врет про свои дороги и про свои дела. Даже про имя свое может врать. Это такой вот кочевник. Одни пажи, девочки, все пажи, и еще туз пентаклей выпал. Все. Я этого мужчину вообще вам никак не советую. Никак вам не советую этого мужчину. От слова совсем. Вот вашего вот этого нового знакомого это подкрадули. Я вам, знаете, вот если вдруг, вот вы думаете, это не мой расклад, я лучше там ничего не буду делать. А сделайте ему стресс-собеседование, девочки. Стресс-собеседование. Перед тем, как на трудовой договор, как говорится, или как вот в отношения, брать этого мужчину, как императрица,
сделайте стресс-собеседование. Скажите, что вы заболели и вам надо $5000, да, или там 100 000 рублей. Скажите. И посмотрите на его реакцию. И он скажет: Да, ну выздоравливай, да, чем я тебе могу помочь? Ну, если хочешь, я узнаю, может быть, я где-то там чего-то, но он вам их не принесет. Это 100%, я вам говорю. Мужчина, который ищет не то, что прям выгоду от каждого человека, м, он либо бедовый, девочки, сам по себе бедовый, да, который какие-то неудачи у него. Если он еще вам рассказывал, да вот там всем долги дал в долги там людям, а они мне не отдают, и поэтому я бедовый там, или у меня там ничего нету, будьте осторожны предельно с этим мужчиной. Очень много здесь выпало неправды. Понимаете? И желание вот этими, знаете, какими-то такими общепринятыми постулатами, возможно, даже он может за вами так ухаживать, он вам дверь в машину откроет, там подметет этот вот порог какой-то, да, угостит вас мороженкой или пироженкой или кофе, и вы подумаете: о, он не просит 50/50, да, но он угостит вас тем же кофем, а потом вы ему купите это вот кофейный аппарат и оформите на его имя. То есть будьте осторожны с этим мужчиной. И устройте ему вот какие-то проверки, девочки. Реально, проверки. Проверяйте его прямо на каждом шагу. И желательно в действиях. И не в словах, то, что он вам будет говорить, потому что тут очень много вранья, а именно в действиях. Чтобы этот мужчина проявлялся к вам именно в действиях. И делал, чтобы он и в горе, и в радости показал себя. Понимаете? Я бы еще его даже провела бы. Ну, есть такие мужчины, которые хорошо уши, знаете, лапшу на уши вешают и друзьям вашим, и подругам, и родителям могут навешать этой лапши. Девочки, осторожно, будьте осторожны, потому что он про вас думает как про императрицу. Но у него выпало 4 пажа. Понимаете? И мало того, что 4 пажа, там такие вот... Особенно меня очень сильно смутил 13-й старший аркан смерти. Я вам даже скажу одну вещь. Даже когда мы с вами вот на Ютубе гадаем, да, когда мы гадаем на его чувства, чтобы выпадал 13-й старший аркан, это вообще постараться надо, чтобы он выпал на кого-то. Понимаете? А тут на нового знакомого выпал как предупреждающее вас. То есть, девочки, желательно домой его к себе не ведем, в слова его не верим, а все проверяем. Смотрим на его семью, на то, что он имеет, девочки, смотрим, на работу, на то, на сё, на пятое, на десятое. И проверяем его удачливость, бедовость какую-то, да. Желательно про здоровье его тоже узнать, потому что, девочки, тут могут быть еще такие вот, ну, смертельные заболевания, про которые он даже, может быть, не знать, да. Какой-нибудь там тубик или там ну, про Венеру, может быть, и нет, но может быть что-нибудь такое. Понимаете? Смотрите на его цвет кожи, на глаза, смотрите, проверяйте его. Что-то здесь не то, и карты здесь вот показывают, что он вам не пара, девочки. Все, любимки мои. Ну и что, у вас еще куча можно будет кого позагадывать, понимаете? Мы не последний раз гадаем. И я надеюсь, что вы вот после этого 4-го варианта вернетесь потом на его чувства к вам, но с другим мужчиной, девочки, с другим. Поняли? Все, мои дорогие, люблю вас, целую, обнимаю. Пока-пока.